Привет! Сейчас я покажу тебе рецепт такого бургера, после которого вот этот не захочется. Для приготовления булочек взбиваем 2 яйца и берем псилиум. В конце видео покажу еще один классный рецепт булочек из клетчатки. И сейчас не надо пугаться, это обычная клетчатка необычного растения. У меня с iHerb, но купить ее можно на любых маркетплейсах. К яйцам добавляем 40 грамм псилиума, немного соли и 100 мл воды комнатной температуры. Псилиум будет работать как глютен, но булочки мы получим безглютеновые и низкокалорийные. Все хорошенько перемешиваем и оставляем на 10 минут. Тесто набухло, посмотрите, какое плотное стало. Я делю его на 2 части и формирую булочки. Можно разделить на больше частей и, соответственно, булочки сделать поменьше. 4, 6, как вам хочется. Но для того, чтобы получить полноценный бургер привычного нам размера, делим его на 2 части. Кладем на пергамент. Посыпаем кунжутом и отправляем в духовку на 20-30 минут при 180 градусах. Готовность проверяйте деревянной шпажкой. Пока булочки запекаются, мы приготовим котлету для бургера. Берем одно куриное филе, грамм 250, добавляем 150 грамм кабачка. Солим, перчим по вкусу, все это отправляем в блендер и перебиваем. Соль, кстати, я беру розовую гималайскую не потому, что она модная и красивая, а потому что каменная. Потому что каменная соль самая полезная. Перебили все в блендере и выкладываем на сковороду, смазанную маслом. Вкуснее всего оливковым. Я использую кулинарное кольцо. Тогда котлетка получается ровная, красивая и хорошо укладывается на бургере. 2-3 столовые ложки фарша полученного выкладываю ровно и выпекаю. Ну и, конечно, для бургера нам нужны овощи. Можно использовать просто листочек салата. Я предлагаю вам приготовить очень вкусный салат coleslaw. Берем капусту, шинкуем ее мелко и добавляем 1 морковь, натертую на терке. Заправка, в ней весь секрет. Берем 2 столовые ложки сметаны, 1 столовую ложку майонеза, чайная ложка сахара, яблочного уксуса, чайная ложка горчицы, пол чайной ложки соли, немного перца. Все это хорошенько перемешиваем. Можно, конечно, без майонеза, но я добавляю, так как муж не станет есть. Все это отправляем к капусте и морковке. Перемешиваем. Специально для тех подписчиков, кто не любит, когда дома готовят руками. Одеваем перчатку. И вот так вот прямо руками перемешиваем капусту с соусом, потому что соус это главное в салате coleslaw. Нужно перемешать его хорошенько. И оставьте этот салат в холодильнике настояться на минут 5-10. Его можно в шаурму, в бургер, можно просто к мясу его подавать. В общем, очень вкусный и полезный салат. У меня на канале, кстати, есть рецепт шаурмы. Я оставлю ссылочку в описании. Булочки готовы. Достаем их из духовки. Посмотрите, какие воздушные, красивые. Ну и теперь собираем наш бургер. Посмотрите, какая пышная, замечательная булочка у нас получилась. Сейчас я разрежу ее и покажу, какая она пористая получилась внутри. Пористая, пышная, воздушная получилась. Очень вкусная. Чуть-чуть булочку смазала горчицей и кладу на нее нашу котлету куриную. Добавляю немного сыра, я его нарезаю овощечисткой с большого куска. Получаются очень тонкие полосочки. И сюда же добавляем наш салат coleslaw. Закрываем бургер и пробуем. Посмотрите, какой вкусный, красивый, сочный. Так, ну а далее. Муж микрофон подарил, а о том, что заряжать его еще нужно, не сказал. Поэтому здесь горе-блогер ваш рассказывает о том, что бургер не самый фотогеничный, конечно, в нашей жизни, но очень вкусный, нежный, насыщенный, низкокалорийный и очень полезный. Конечно, булочка из псилиума имеет непривычный нам вкус, но это стоит попробовать. Особенно, когда мы худеем или начинаем заботиться
заботиться о своем здоровье, о своем питании. Я люблю экспериментировать на кухне, мне нравится пробовать новое, поэтому покажу вам еще один рецепт хлеба из клетчатки. Для этого берем 2 яйца, взбиваем и добавляем 125 грамм мягкого творожка, который продается в баночках. Перемешиваем все это. Добавляем сюда же пол чайной ложки соды, немного соли и 4 столовые ложки клетчатки. У меня клетчатка сайхерба яблочная, вкус при том у хлеба получается такой немного сладковатый. Но вообще можно брать абсолютно любую. Купить клетчатку не проблема, продается в обычных супермаркетах. Можно купить на Marketplace. В общем, добавляем в тесто 4 столовые ложки, перемешиваем все хорошо. Уже на этапе перемешивания масса получается такая прям воздушная, она дышит. Цвета не очень красивого, но тем не менее. Выкладываем в форму для выпечки, смазанную маслом немного, и отправляем либо в микроволновку на 5 минут, либо в духовку на 20-30 минут при 180 градусах. Готовится очень легко и быстро. Форму берите примерно на 400 грамм, иначе хлеб убежит. Внешне никогда не отличишь от обычного черного хлеба, да? Посмотрите, какой пышненький. Хлеб получается такой очень влажный. Конечно, не каждому понравятся и булочки из псилиума, и хлеб из клетчатки, но я считаю, что обязательно нужно пробовать. А учитывая то, что они имеют очень низкую калорийность, то обязательно пробуйте. Приятного аппетита! Ну-ка, тихо.